Четвертый сезон в eFootball стартовал не так давно, но несмотря на это уже появляются некоторые слухи и подробности касаемо будущих обновлений, и сегодня все это дело предлагаем обсудить. Ведь уже сейчас вырисовывается картина того, какими обновлениями Konami нас будут радовать в дальнейшем, в целом какие планы у Konami на будущие апдейты и что они себя в потенциале будут представлять. Поэтому устраивайтесь поудобнее, как и всегда поддерживайте это видео своими большими пальцами вверх и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Ну а мы начинаем. Нужен хороший аккаунт в eFootball 2024? Тогда тебе на PlayRock. PlayRock.net — это маркетплейс игровых товаров и услуг, в котором более 400 игр и приложений, и широкий ассортимент игровых товаров, монеты, буст и аккаунты. Вы найдете здесь все, что нужно. Покупка происходит в пару кликов. Выбираем нужный товар, оплачиваем удобным способом, теперь оплата по зарубежным картам доступна с любых стран, получаем данные от аккаунта в чате с продавцом. Помимо того, что вы можете приобрести огромный ассортимент товаров, вы также можете зарабатывать реальные деньги, продавая свои аккаунты или услуги на сайте. Рейтинг 5.0, более 3 миллионов отзывов, оставленных после покупки. С PlayRock ваши покупки всегда в безопасности. Если у вас не работает PlayRock, не переживайте. Введите в поиск playrock.net и перезайдите в ваш профиль, чтобы все заработало. Сейчас также проходит коллаборация PlayRock и Burger King для тех, кто любит вкусно поесть и хочет получить до 4500 робоксов по промокоду playrock.net. Ссылка в описании. Итак, начнем с того, что не так давно в своем твиттер-аккаунте Ренан Гальвани сообщил о том, что обновление до версии 3.4.0 станет последним, так сказать, глобальным обновлением в рамках eFootball 2024. Все последующие апдейты, все предстоящие апдейты до этой версии будут небольшими мини-апдейтами, там до версии 3.3.5, я не знаю, там после версии 3.4.0, там 3.4.5, то есть такие небольшие обновления. А именно, что самое глобальное, которое, возможно, привнесет какие-то новые функции, фишки, как это было в декабре с третьим сезоном и тогдашним обновлением. Обновление до версии 3.4.0 станет вот чуть ли не единственным и последним таким вот глобальным обновлением. В этом же твите Гальвани указывает на то, что обновление до этой версии произойдет в конце марта, в начале апреля, в то время как четвертый сезон подходит к концу только лишь в начале марта. А это значит, что, возможно, с пятым сезоном, если он будет в начале марта, мы получим опять же небольшое обновление, скорее всего до версии 3.3.5. А поэтому на какое-то большое количество изменений, точно так же, как и в случае с нынешним четвертым сезоном, скорее всего с пятым рассчитывать не стоит. И пара слов касаемо того, что же себя может представлять это само обновление до версии 3.4.0. Держим в уме, что это скорее всего будет последнее глобальное обновление в рамках eFootball 2024, и вспоминаем, например, тот же твит от Дуранди Лопес, который сообщал о том, что в версии 3.4.0 планируется добавление стадиона мексиканского клуба Pumas и возвращение бразильского клуба Palmeiras. Если честно, я не могу вспомнить, как сейчас обстоят дела с бразильскими клубами, все ли из них не лицензированы или только какая-то определенная часть, но скорее всего с клубом Palmeiras в обновлении 3.4.0 обновятся лицензии и других бразильских клубов, если они отсутствуют на данный момент. Но самая главная суть в том, что в версии 3.4.0 нас ожидает новый стадион, обновление лицензий, а это уже попахивает чем-то таким, ну, плюс-минус глобальным. Также вспоминаем слова Гальвани о том, что в четвертом сезоне, который уже наступил, планировалось введение кроссплатформенности. Да, это то самое нововведение, которое все обещают с каждым новым обновлением, с каждым новым сезоном, но оно почему-то откладывается и переносится на более поздний срок. Также произошло и сейчас, когда за несколько дней до четвертого сезона Гальвани сообщил, что кроссплатформенности не появится, и по факту она действительно не появилась. Но учитывая, что обновление до версии 3.4.0 ожидается плюс-минус глобальным, возможно, вместе с ним добавят кроссплатформенность, ну или, по крайней мере, его первые ростки, которые, скажем так, дадут будущее кроссплатформенности в такой игре, как eFootball, поскольку она планировалась достаточно давно и должна была стать одним из таких вот главных нововведений, которое станет отличительной фишкой eFootball по сравнению с той же серией PES, но спустя несколько лет о ней пока что ни слуху, ни духу, появляются какие-то маленькие следы в файлах игры, но не более того. Ну и в лишний раз проговорю, что несмотря на то, что обновление, которое ожидается в конце марта, в начале апреля, вроде как станет последним глобальным обновлением, это не значит, что впоследствии после него не будет обновлений вообще, потому что, опять же, конец марта, начало апреля — это еще не конец футбольного сезона, скорее всего, после
после завершения футбольного сезона появится еще какой-нибудь небольшой апдейт. Возможно, летом что-нибудь подвезут. И до eFootball 2025 мы получим, возможно, приличное количество небольших апдейтов. А так, если посмотреть, за все время eFootball 2024 мы получили и получим только 3 глобальных апдейта. Первый глобальный апдейт — это когда вышла сама eFootball 2024. Второй глобальный апдейт был в декабре с 3-м сезоном. И последний глобальный апдейт должен появиться уже весной, если верить словам Ренана Гальвани. Но, как это всегда и происходит, Гальвани либо попадает прямо в самое яблочко, либо пуляет мимо, то есть 50 на 50. А поэтому верить его словам или же нет, остается уже на откуп вам, дорогие друзья. Ну а что вы думаете насчет всего услышанного, я буду рад узнать в комментариях под этим роликом. Также не забывайте поддерживать его своими большими пальцами вверх и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. У меня же на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и вашу активность, и услышимся уже очень скоро. Всем пока!